Вот такие донышки, в которых 29 петель, они никуда не годятся. И его лучше вот так не приминать руками, как бы этого не хотелось сделать. Вот такая гора пряжи ко мне приехала сегодня. И давайте все это будем обозревать. Здесь не только пряжа, здесь еще и шнур и всякие донышки. Начнем сперва с донышек. Ко мне приехали донышки и боковушки для сумочки. Это новинка от пряжи Центр. Они с принтами. И видите, они глянцевые. Что с одной стороны, что с другой. Есть такой блеск, я думаю, очень хорошо видно это на камеру, особенно на цветной стороне. В этом круге 20 сантиметров и 48 дырочек. Я уже пересчитала. В принципе, 48 число хорошее, оно делится на 2, делится на 3. То есть для нас, для вязальщиц, подходит. Мне попадались донышки круглые, в которых было очень странное число дырочек. У меня однажды было донышко, в котором было 29 дырочек. То есть оно не делится ни на что, ни на 2, ни на 3, оно делится только на себя и на единицу. Ну, такие числа называются простыми, я думаю, вы это знаете. И такие числа для вязания неприменимы, потому что для меня, прежде всего, вязание – это прикладная математика. И оно состоит из узоров, которые обязательно кратно должны быть чему-нибудь, либо 2, либо 3, желательно еще и 5, можно 6. И тогда эти узоры будут повторяться, и они не будут беспокоить моего внутреннего перфекциониста. А вот такие донышки, в которых 29 петель, они никуда не годятся. В них приходится делать прибавки для того, чтобы как-то выровнять это количество петель. Но опять-таки эти прибавки получаются неравномерными. То есть где-то через 6, где-то через 7 петель. В этих донышках все идеально. Пока что все идеально. Дальше у меня есть еще квадратное донышко. Квадратное донышко тоже, посмотрите, как оно блестит, с каким оно принтом. На сайте у них указано, что это какая-то особая технология, какая они, конечно же, не разгласят. Обратная сторона тоже блестит, она не шершавая, она покрыта чем-то. Видимо, тем же самым, чем покрыта вот эта сторона, только здесь еще принт. Но это, мне кажется, более гладкое. Вот здесь 15 дырочек, здесь тоже 15, ну, соответственно, на каждой стороне по 15 дырочек, только одна дырочка у них общая. То есть итого 56 дырочек в этом квадрате. Ну, еще у них появились вот такие боковушки. Это боковушки для сумочек. Измерю боковушку. 22 сантиметра и примерно 11. Здесь 33 дырочки. Она, естественно, тоже блестит на солнышке. Сейчас я вам опять это покажу, потому что это не видно. И на сайте тоже не видно это на картинках. Вот так она блестит. 33 дырочки. Ну и вот такое большое отверстие, видимо, для того, чтобы закрепить ручку. У них есть небольшая погрешность. Смотрите, в цвете я обнаружила. Вот здесь небольшое затемнение. Видимо, это лазерная резка. И сначала, наверное, наносится рисунок на большой лист фанеры, и затем уже происходит лазерная резка. Поэтому на белом цвете, вот здесь вот в краях, немножко видно подпаленные участки. Именно там, где рисунок. Но с этой стороны все идеально. К таким боковушкам еще идет планка. Планка — это где-то 25 сантиметров, а в высоту 3,5 сантиметра. Скидку и промокод на пряжу и на боковушки, на инструменты от пряжи Центр, как всегда, найдете внизу под видео. Где-то я читала, по-моему, у них в Инстаграме, что производитель обещает, что этот рисунок устойчив к стиранию. Но вот только у меня небольшая проблема. Я не очень представляю, что можно вязать из таких боковушек. Нет, ну в принципе я представляю. Допустим, мы можем связать корзину, но мы же не будем делать ей такое красивое дно с таким рисунком. Как-то жалко. Либо сделать дно внутри корзины с принтом, либо просто сделать крышку.
Ну и второй, конечно, вопрос. Я-то умею вязать, да, и мне не составляет проблемы связать круг, квадрат и все остальные формы. И у меня канал об вязании, а не об обвязывании деревянных заготовок. Поэтому я не знаю, для чего, в принципе, нужны такие заготовки. Вот пригодятся ли они вам? Пишите об этом в комментарии, потому что у меня есть одна идея, точнее, у меня есть несколько идей, что я свяжу из этого квадратного донышка, из круглого, но вот так, чтобы массовое какое-то свое рукоделие я их взяла, я не представляю. Если из круглого донышка еще можно сделать сумку, такую сумку для ленивых, когда вы просто обвязываете его по кругу, то, по-моему, квадратная сумка не очень смотрится. Ну, или можно сделать, наверное, квадратную сумку. Но вот такая сумка будет сложнее в уходе, чем просто сумочка из трикотажной пряжи, потому что сумку из трикотажной пряжи я стираю в машинке. Я вам скажу честно, я стираю все в машинке. Ну, если, конечно, очень постараться, можно и на руках постирать, но, в принципе, я засовываю в машинку, стираю, отжимаю. После этого она сохнет намного быстрее, чем если она будет не отжата или будет отжата руками. А вот такую сумку, в которой есть деревянный каркас, в машинку не засунешь. И, соответственно, как за ней ухаживать, ну, тоже как-то проблематично. Придется как-то аккуратнее с ней обращаться. Плюс на сайте написано, что это натуральное дерево. Но если мы посмотрим в его разрез, вам, наверное, не видно. Это не натуральное дерево, это фанера. Фанера — это несколько другой материал, нежели натуральное дерево. По крайней мере, когда вы покупаете мебель, мебель из фанеры стоит одну цену, а мебель из натурального дерева стоит другую цену. Соответственно, по-моему, это тоже фанера. И, наверное, стоит называть ее своим именем, а не натуральным деревом, потому что и состав, и какие-то смолы в ней есть, и склеивающий материал, а в натуральном дереве этого всего не должно присутствовать. Ну и, пожалуй, это все о минусах этих заготовок. Во всем остальном, да, они красивые, здесь красивые принты. На сайте еще больше принтов. Я взяла по одному каждого вида, ну, потому что мне больше не надо. Я просто не знаю, куда их применить. Если у вас есть какие-то идеи, то я с удовольствием их выслушаю. От трикотажной пряжи к этим донышкам, я так понимаю, должна подойти трикотажная пряжа по задумке производителя, потому что дырочки рассчитаны под крючок 8 мм, он сюда отлично проходит. И, соответственно, таким крючком вяжется трикотажная пряжа. Для полиэфирного шнура, я думаю, должны были быть дырочки немножко поменьше. Для красного донышка я, соответственно, взяла красный цвет. Здесь все логично. Для вот этого квадратного донышка у меня вот такой цвет. Это Лондон. Тут не видно. Это цвет Лондон. Я буду вязать квадратную картинку, но, скорее всего, не такую простую, о которой вы сейчас подумали. Будет немножко более интересная. Пока заинтригую, но совсем простую корзинку из квадратного донышка я вязать не собираюсь. И вот для этих боковушек я взяла цвет... Сейчас скажу, как он называется. Я взяла цвет лен. И он немножко не подходит сюда. Я вообще выбирала из разных бежевых оттенков на сайте, и там не очень хорошо видны цвета самой боковушки, и, соответственно, цвет мой не совпал. То есть видно, что лен немножко желтеет. Сюда, наверное, надо было брать какой-нибудь какао или какой-то еще другой цвет. Ну, возможно, как-то я это обыграю. Еще у меня есть цвет корица, такой светло-коричневый. И несколько моточков вот этого желтого цвета, который называется дыня. Ну, наверное,
Пряжу мы рассматривать не будем, потому что у меня очень много видео. Именно из этой пряжи у меня большая коллекция связанных сумочек. И в каждом видео практически я вяжу именно из бисквита. Поэтому качество этой пряжи можете посмотреть в моих видео. Они отлично подходят для сумки. Это пряжа с лицевой нарезкой. Сумочки хорошо держат форму, не вытягивают. Немножко эта пряжа садится. У меня есть сапожки, которые сели после стирки. И есть такой коврик. Я вам не покажу. Покрывало у меня есть на кресло. Оно тоже немножко подсело после стирки. Красный цвет, как и у всех производителей трикотажной пряжи, как у всех производителей просто ткани, это очень сложный цвет. Это сложный оттенок, который может полинять. Я вязала из него вот эту сумку. Здесь будет фото. И у меня руки были красными, когда я ее вязала. Сумка у меня одноцветная, поэтому я не могу сказать, полиняет ли этот цвет на какой-то другой цвет. Я не стирала эту сумку. И как бы, если бы я ее стирала отдельно. Но если вы будете делать жаккард, красно-белый жаккард, то скорее всего, что-то полиняет. Поэтому я обычно красный цвет беру как самостоятельный цвет, либо использую его с более темными цветами, темно-синий, темно-зеленый, отличное сочетание, сочетания, которые встречаются в природе и, соответственно, приятны нашему глазу. Давайте теперь про шнур. С недавнего времени, ну как с недавнего, это для меня с недавнего, потому что я никак не могу попасть на наличие этого шнура. У пряжи Центр появился шнур. Шнур называется «Карамель», и шнур представляет из себя вот такие моточки. Здесь 200 грамм и 75 метров. У меня в данный момент в руках находятся два разных цвета. Я выбирала два разных серых цвета, но, если честно, я думаю, камера не уловит различия оттенков. Возможно, уловит. Мой глаз с трудом улавливает различия этих оттенков. Они очень похожи. Один оттенок у меня Мадрид, другой называется Женева. Они очень похожи. Использовать их в одном изделии, наверное, не получится, потому что все-таки на стыке будет видна разница. И у пряжи Центра еще большое количество разных серых оттенков, очень много других, но только вот в наличии всегда бывает очень мало. Насколько я знаю, по пятницам обычно они выкладывают наличие шнуров, поэтому если вы хотите приобрести шнуры от пряжи Центр, то заходите к ним в пятницу в магазин, и, скорее всего, что-то вы сможете для себя выбрать. Потому что в обычный день в наличии практически ничего нет, кроме почему-то зеленых оттенков. Зеленые оттенки шнура почему-то никому не нравятся и всегда есть в наличии. У меня серые есть, у меня был красные, были розовые, были еще такие странные, даже не знаю, как их описать, тоже сероватые оттенки. Вставлю вам фотографии в это видео, как они выглядели. Качеством шнура я довольна. Есть еще вот такой цвет. Это Gold. Это синтетический шнур. Сейчас рассмотрим его поближе. Нашла я уже распакованный маленький кусочек. То есть это синтетический шнур. Состав у него, кстати, 80% полиэфир, 20% кашмелон. Что представляет из себя этот шнур? У него нет сердечника, 5 мм шириной, ну, если его сплюснуть. И, соответственно, это получается такой вот связанный как бы спицами, трубочка, такая трубочка, связанная спицами. Если потянуть за одну нитку, то он легко распускается. Естественно, такой шнур нужно заплавлять. Концы его после заплавления становятся очень горячими, и вот трогать сейчас этот конец я не рекомендую. Как смотрится изделие из такого шнура? Ну вот, например, у меня есть сумочка. Здесь тоже получаются довольно крупные стежки, так же, как и в трикотажной пряже, но ряды получаются сами по себе несколько поменьше. Я никак не доведу эту сумку до ума, не сделаю ей молнию. Ну, в принципе, и так все видно. Вязать из него довольно легко. Я вяжу крючком номер 5. Жгут. Он сам 5 мм, и, соответственно, крючок к нему тоже подходит номер 5.
Трикотажную пряжу я обычно вяжу на 8, но отсюда, соответственно, и разница и в толщине нити, и в инструментах, которые я использую. По расходу могу сказать, что на сумочку, даже на самую маленькую, одного мотка шнура не хватит. Вот на эту сумку у меня ушло 2 мотка. То есть если бы она была поменьше, я даже не знаю, на какую бы сумочку хватило одного мотка. То есть одного мотка шнура хватит, возможно, только на какую-то очень маленькую корзинку. А на сумку, на рюкзак, тем более, нужно несколько больше шнура. И получается, что он по своей стоимости дороже, чем трикотажная пряжа. Потому что из трикотажной пряжи, из одного мотка я могу связать сумку. Из 2 мотков я обычно вяжу рюкзак или сумку турбу. А вот из шнура, из одного мотка шнура сумка не получится. Ну и, пожалуй, на этом у меня все. Буду заканчивать свой обзор. Если вам понравилось это видео, если оно оказалось для вас полезным, не забывайте про свои лайки, подписывайтесь на канал. Также напишите, пожалуйста, для чего можно применять такие донышки. Пока-пока!